Бьянка Татьяна Эдуардовна Липницкая, певица белорусского происхождения, исполняющая песни в зажигательном стиле русского R&B. Ее называют русской Бейонсе, но творчество девушки выходит далеко за пределы одного жанра. Она профессионально играет на фортепиано и виолончели и не боится экспериментов. По мнению музыкальных критиков, творческая сторона Бьянки состоит из 3 ипостасей. Первая – профессиональная поп-артистка с сильным поставленным вокалом. Вторая – пионер жанра New Russian R&B. Третья – любительница эпатажа, крепкого словца и обнаженной натуры. Эти 3 амплуа не всегда приходят к согласию, с чем и связаны карьерные взлеты и падения певицы. Детство Бьянки. Таня Липницкая появилась на свет в Минске, в семье Эдуарда и Раисы Липницких. Хотя королева русского R&B предпочитала не рассказывать о семье, одним ярким воспоминанием из детства она все-таки поделилась. Она с упоением подражала джазовому вокалу из богатой коллекции родительских пластинок. В раннем детстве девочка хотела стать телеведущей. Порой она запиралась в санузле и притворялась, что зачитывает новости серьезным голосом, чем очень веселила старшего брата. Танин старший брат погодок Александр Липницкий, дирижер джазового оркестра Липницкий шоу-оркестра, до этого барабанщик в ска-панк-группе «Леприконсы». Но нельзя сказать, что страсть к музыке передалась Татьяне на генетическом уровне. Ни отец и мать девушки не имели отношения к искусству. Разве что бабушка, обладавшая неплохими вокальными данными, пела в самодеятельном хоре. Заметив незаурядные музыкальные способности дочери, Липницкие отдали девочку в руки профессионалов. В итоге с раннего детства, лет с 4, бойкая Таня занималась вокалом и музыкой, причем отнюдь не на любительском уровне. Первым шагом к профессиональному вокалу стал детский ансамбль народной песни и танца, которому малышка посвятила 4 года жизни. В подростковом возрасте к ее увлечениям добавилась игра на виолончели. Татьяна даже заняла бронзовое место среди виолончелистов на международном конкурсе имени Огинского. Параллельно с учебой в общеобразовательной школе Татьяна выступала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под руководством Михаила Финберга. Это продолжалось 4 года, пока девушка не осознала, что хочет заниматься тем, что ближе к сердцу, и не перешла в эстрадную студию. В 2001 году Липницкая победила на конкурсе молодых певцов «Мальва». К 17-летию у Татьяны накопилось достаточно материала, чтобы амбициозная девушка отправилась с гастролями в Германию, где представила слушателям песни собственного сочинения. Бьянка. Начало карьеры. В 2005 году Татьяне поступило официальное предложение представлять Белоруссию на Евровидении. Одновременно Сергей Пархоменко, идейный вдохновитель девушки, более известный под псевдонимом Серега, предложил ей стать частью его команды. Татьяна покинула финал отборочного тура Евровидения, выбрав более близкий по духу вариант. Начало сотрудничества с коллективом Сереги было ознаменовано дуэтом с Максом Лоренсом, записанным специально для фильма «Бой с тенью». Трек «Лебединая» возглавил вершины всех российских, белорусских и украинских чартов и практически стал символом лета 2005 года. После этого у Татьяны появилось не только народное признание, но и псевдоним. Он родился случайно. Однажды коллеги певицы по проекту «Серега» срифмовали ее имя. Как правило, девушка представлялась не Таней, а Яной. Янка Бьянка. Мне понравилось. Я подумала и решила, почему бы и нет. Тем более, что это имя подходит моему характеру и стилю музыки, поделилась она. Первый успех. После первого успеха Бьянка решила совершить R&B-революцию, ведь, на ее взгляд, талантливых исполнителей этого стиля на отечественной сцене еще не было. Попытки создания подобного коллектива предпринимались не раз, однако безуспешно. Причина была не в низком качестве материала, просто он не был адаптирован для русскоязычной аудитории. Бьянка решила пойти другим путем, и в 2006 году выпустила первый сольный альбом «Русский народный R&B», объединивший зажигательные ритмы американского ритм-энд-блюза с элементами славянских народных песен. А лирика вошедших в состав композиций варьировалась от романтических баллад до задорных частушек. Некоторым критикам такое разнообразие пришлось не по душе. Создается впечатление, что в альбом дерзкой исполнительницы по ошибке добавили несколько песен из репертуара Ирины Аллегровой. Такое сочетание сильно режет слух. Девушка руководствовалась успехом своего кумира Бейонсе, ведь, по ее мнению, искренняя черная музыка близка славянской душе.
Кстати, с записью альбома «Бьянки» помогал звукорежиссер, ранее работавший с легендарными Black Eyed Peas и Ферги. В 2007 году «Бьянка» выпустила второй альбом, который, впрочем, являлся переизданием первой пластинки, за исключением новой песни про лето. Переезд в Москву. Год спустя на прилавки попал свежий альбом под названием «38 замков», полностью состоящий из новых композиций. После выхода альбома девушка разорвала отношения со звукозаписывающим лейблом Sony BMG в связи с финансовыми махинациями ее киевского продюсера. Предательство человека, которого она считала порядочным, наложилось на проблемы в личной жизни. Певица впала в апатию и не знала, как быть дальше. Бьянка поступила решительно, оборвала отношения с продюсером, собрала вещи, одолжила у мамы пару тысяч долларов и ринулась в Москву. Здесь у нее не было ни друзей, ни связей. Она кинула клич о сотрудничестве, на который отозвался продюсер Сергей Балдин, который свел Бьянку с российским филиалом Warner Music. В ту пору он назывался Gala Records. Первые полгода в Москве 24-летняя девушка работала не покладая рук, и ее усилия, наконец, были оценены по достоинству. Расцвет карьеры. В 2011 году под лейблом новой студии вышел альбом «Наше поколение», состоящий из 18 песен. Из нумерации трек-листа волшебным образом исчезла 13-я строчка. Оказалось, что Бьянка страдает фобией чертовой дюжины, поэтому решила исключить мистическое число из своего альбома. В целом альбом стал более жестким, вобрав отличительные черты уличного хип-хопа. Весной 2014 году Бьянка представила пятый сольный альбом «Бьянка. Музыка». Поклонники певицы отметили, что девушке удалось добиться привлекательного сочетания элементов поп-музыки и хип-хопа. Вторая песня альбома, композиция «Я не отступлю», принесла ей первый за карьеру золотой граммофон. В том же году Бьянка стала ведущей Муз-ТВ, программа R&B Chart. Появилась с камео в популярном сериале «Кухня» с Дмитрием Назаровым и стала продюсером молодой R&B исполнительницы Биг Беты, настоящее имя Элизабет Анум Дорхуса. 2014 год стал для певицы новой вехой в карьере еще и из-за разрыва контракта с Warner Music. Лейбл обвинил ее в присвоении денег, выделенных на съемку клипа. Часть этих денег, около 3 миллионов, корпорация взыскала с Бьянки в судебном порядке. Конец этого непростого, но крайне насыщенного года завершился презентацией клипа «Кеды», продемонстрировавшего выдающиеся танцевальные таланты Бьянки. Сама песня очень личная, написана по мотивам реальных событий. В апреле 2015 года Бьянка провела первый сольный концерт, который состоялся в московском клубе Ray Just Arena. Осенью 2015 года Бьянка и рэпер Мот сняли клип на совместную композицию «Абсолютно все», завоевавший топовые строчки в хит-параде «Золотого граммофона». Свою красоту Бьянка не раз демонстрировала на страницах популярных глянцевых изданий. «Я обнажаюсь только для тех изданий, где сексуальность натуральная, где женщина выглядит как прекрасное творение природы, а не как средство для короткой релаксации одиноких джентльменов». В 2016 году Бьянка работала над новым альбомом. Предполагалось, что он будет называться «Бьянка а.к.а. Краля». На обложке пластинки появилась хулиганская альтер-эго певицы в шапке-ушанке и тельняшке, а первый сингл с альбома назывался весьма красноречиво «Пошли вы в жопу». Все это сформировало у поклонников певицы определенные ожидания, которые были опровергнуты выходом трогательного и нежного сингла «Крыша» совместно с рэпером Серегой. В итоге, вышедший в сентябре диск назывался куда более лирично, чем первоначальный вариант «Мысли в нотах». Туда вошли уже горячо любимые хиты, вроде «Секси Фрау». Эта песня вошла в саундтрек нескольких фильмов «Кеды» и «Стиль собачки», так и абсолютно новые песни. В целом трек-лист насчитывал 15 песен. Причем в записи некоторых композиций участвовали такие знаменитости, как Legalize, Жара, группа Пицца, Лети, Мод, абсолютно все. В январе 2017 года на Татьяну подали в суд представители Warner Music Russia. Певицу обвинили в махинациях. Якобы она устраивала концерты за рубежом, но не выплачивала агентскую комиссию, задолжав таким образом лейблу 8 миллионов рублей. Летом того же года Татьяна узнала, что ей запретили въезд на Украину. Причем узнала непосредственно на российско-украинской границе. Выяснилось, что причиной стало ее недавнее выступление в Крыму. И это несмотря на то, что Бьянка 6 лет жила и работала на Украине,
написала несколько песен на украинском и в принципе считает, что этим двум странам нечего делить. Новое творчество. Со временем Бьянка ушла от стиля русского народного R&B в более лирическое направление, что еще раз доказал альбом «Гармония», поступивший в продажу в сентябре 2018 и записанный при участии симфонического оркестра. Трек-лист получился скромным, всего 8 композиций. Абсолютными хитами стали песни «Четверг», в конце года обзаведшиеся клипом и П.А. Бьянка пишет песни для других исполнительниц. Так, она написала песню «Ты не такой» для Юлианны Карауловой, с которой состоит в дружеских отношениях. Песня «Землянин» — подарок Бьянке для Натальи Подольской. По мнению музыкальных экспертов, если бы Бьянка не разменивалась на сочинение песен для других артистов, то давно бы стала главным хитмейкером России. Личная жизнь Бьянки. О личной жизни Бьянки известно немногое. Девушка строго разграничивает работу и амурные дела. В прошлом ей частенько приписывали любовные отношения с Серегой, однако певица подчеркивала, что у тандема Бьянка-Серега исключительно профессиональные корни. Известно, что ранее песня Бьянки «Люблю» автобиографична. В жизни девушки был момент, когда она боролась за мужчину с другой женщиной. Избранник был не свободен и старше Бьянки, но в итоге история закончилась тем, что он предпочел певицу. Имя этого мужчины Бьянка не афишировала. Возможно, именно с ним она рассталась в 2009 году. Этот разрыв негативно сказался на ее состоянии и вдохновении. После этого певица переехала в Москву и начала игнорировать все вопросы на личную тематику. В августе 2018 года Бьянка вышла замуж за гитариста и санут продюсера Романа Безрукова, с которым на тот момент была знакома около 9 лет. Предложение он сделал зимой, как в сказке, вспоминала певица. Они сняли милый домик, катались на санках, наслаждались вечерами в уединении. В один из таких вечеров Роман неожиданно встал на одно колено и признался Бьянке в любви, предложив ей свою руку и сердце. Увы, в конце того же года супруги подали на развод. Из-за этого Бьянку обвинили в желании пропиариться таким дешевым способом. Эти слова сильно ранили певицу. Ее чувства к Роману были искренними, просто молодоженам не удалось найти общий язык. Они по-прежнему сотрудничают и находятся в теплых дружеских отношениях. После развода Бьянка была не готова к новым серьезным отношениям. Ее мысли занимало творчество и, наконец, исполнилась ее давняя мечта. Переезд в собственный дом вместе с 3 котами – Анатолием, Лососем и еще одним, с непечатной кличкой. Хотя по натуре Татьяна скорее собачница, нежели кошатница, собаку она заводить не рискует. Ее напряженный график с частными гастролями сделал бы животное несчастным. В автопарке Бьянки 3 машины. Уже не новый, но проверенный временем внедорожник «Мерседес», который девушка купила вскоре после переезда в Москву, спортивный Ауди и дом на колесах, оборудованный всем необходимым для кочевой жизни. Секреты красоты Бьянки. В сентябре 2019 года Бьянка отметила 30-летие. Однако певица выглядит значительно моложе своих лет, а ее подтянутая фигура может дать 100 очков вперед главным красавцам Инстаграма. Привлекательным формам Бьянка обязана спортзалу, который, как она считает, стоит посещать как минимум 3 раза в неделю. Лишние килограммы попросту не успевают осесть на ее талии еще из-за колоссальных танцевальных нагрузок, которые сжигают калории не хуже тренировок с железом в спортзале. Правда, в 2018 году поклонники заметили, что девушка набрала лишние килограммы, от которых, впрочем, она быстро избавилась. Однако такие перемены спровоцировали слухи о беременности, которые такие остались слухами. Как рассказывала певица в одном из интервью, бороться с лишним весом ей помогает строгая белковая диета, во время которой она позволяет себе только вареную курицу, креветки и говядину. Пластических хирургов артистка не жалует, так как боится хирургических вмешательств, но не критикует чужой выбор. Бьянка сейчас. В июне 2019 года Бьянка порадовала поклонников новым клипом на песню «Волосы». Профессиональная хореография в ролике – заслуга не только самой Липницкой, но и хореографа Анны Гротеск, бывшей участницы шоу «Танцы». Следом состоялась премьера песни «Мой пацан». Мнения слушателей разделились. Одни приветствовали эксперименты любимицы, другие возмущались, что старое творчество было лучше. Несмотря на статус звезды, Бьянка не считает себя таковой. В первую очередь она автор песен и музыкант. Ее привлекает творчество, а не внимание толпы, жаждущей получить автограф. Это скорее недостаток моей профессии, утверждает Бьянка.